Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим нежный торт с ананасом и воздушным кокосовым безе. Готовится он несложно и продукты все доступные. Такой торт отлично подойдет для праздничного стола. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала испечем бисквит. Разбиваем 4 яйца и аккуратно разделяем их на желток и белок. В белки добавляем щепотку соли и начинаем взбивать. Когда появится пена, постепенно добавляем 80 грамм сахара. Взбиваем миксером примерно 3-4 минуты до крепкой устойчивой пены. Это очень важно для бисквитного теста. Во взбитые белки добавляем желтки по одному, не прекращая взбивания. Взбиваем до однородности. Во взбитые яйца добавляем в 3 подхода муку, обязательно просеивая ее через сито. Всего для бисквита понадобится 110 грамм муки. Тесто аккуратно и недолго перемешиваем лопаткой. После вымешивания тесто должно остаться воздушным и легким. Готовое тесто выкладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Тесто равномерно разравниваем по всей форме. Размер моей формы 25 на 25 сантиметров. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Печем бисквит примерно 30-35 минут. Испеченному бисквиту даем полностью остыть и вынимаем из формы. У бисквита срезаем запеченную верхнюю корочку. Если у бисквита образовалась горочка, то ее тоже желательно срезать. Готовим безе. 4 яйца аккуратно разделяем на желток и белок. Для безе нам понадобятся только белки, а 2 желтка используем позже для приготовления заварного крема. Белки начинаем взбивать. Когда появится пена, постепенно небольшими порциями начинаем всыпать сахар, при этом постоянно взбивая. Всего для безе понадобится 180 грамм сахара. Взбиваем белки с сахаром до плотной устойчивой пены. У меня на взбивание ушло около 8 минут. Должна получиться вот такая устойчивая масса. В нее насыпаем 200 грамм кокосовой стружки. Все перемешиваем до однородности. Получившуюся белково-кокосовую смесь перекладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой. Равномерно распределяем ее по всей форме. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем безе приблизительно 25 минут. Готовому безе даем остыть. Приготовим заварной крем. В кастрюлю наливаем пол-литра молока и ставим на огонь. Пока закипает молоко, готовим остальную часть крема. В миску выливаем 2 желтка и начинаем взбивать миксером. Постепенно к желткам добавляем 4 столовых ложки сахара и 15 грамм ванильного сахара. Все взбиваем до побеления и увеличения массы в объеме. В получившуюся желтковую смесь насыпаем 2 столовых ложки крахмала. Крахмал у меня картофельный, но можно взять и кукурузный. И добавляем 3 столовых ложки муки. Все перемешиваем миксером. Молоко уже закипело. Постепенно выливаем его в подготовленную массу и перемешиваем до однородности. Получившуюся смесь выливаем обратно в сотейник и ставим на плиту. Варим крем на небольшом огне, постоянно перемешивая. Очень важно постоянно перемешивать крем, так как в процессе варки он может пригореть ко дну. Крем варим до загустения, у меня это заняло 3 минуты. Готовый крем накрываем крышкой и оставляем его при комнатной температуре, чтобы он полностью остыл. Заварная основа остыла, продолжаем готовить крем. В миску кладем 250 грамм сливочного масла комнатной температуры. Масло взбиваем миксером до побеления и увеличения его в объеме. Во взбитое масло добавляем по 1 столовой ложке хорошо остывшую заварную основу, при этом каждый раз хорошо взбивая крем. Если в масло добавить всю заварную основу сразу, то крем получится не такой пышный и воздушный. Одну банку консервированных ананасов нарезаем кусочками.
Сок не выливаем, он понадобится нам для пропитки бисквита. В готовый крем добавляем нарезанные ананасы. Все перемешиваем. Также ананасы можно купить уже кусочками. Безе уже остыло. Проходим ножом по бокам формы и аккуратно вынимаем его на доску. Складываем торт. На дно формы кладем подготовленный остывший бисквит. Вокруг бисквита ставим ацетатную пленку. Бисквит хорошо пропитываем ананасовым сиропом из банки. У меня на пропитку бисквита ушло примерно 100 мл сиропа. Сверху на пропитанный бисквит кладем приготовленный заварной крем с кусочками ананаса. Равномерно его разравниваем по всей поверхности бисквита. Также у меня на канале есть и другие очень вкусные рецепты тортов. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Сверху на крем выкладываем кокосовое безе. Для удобства я безе переложила на гибкую пластиковую доску, так как руками его поднять не получается, безе крошится и ломается. Безе немного придавливаем руками к крему, чтобы не осталось воздушного зазора. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник настаиваться на 4 часа, а лучше на целую ночь. Торт застыл, вынимаем его из формы и переставляем на блюдо. Снимаем ацетатную пленку. Готовый торт нарезаем порционными кусками. Торт с ананасом и кокосовым безе получился очень вкусным и нежным. В нем прекрасно сочетается нежный белый бисквит, сливочный крем с кусочками ананасов и воздушное кокосовое облачко из безе. Этого торта хватает на 16 человек. Обязательно приготовьте такой торт, это очень вкусно. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.